Он с нетерпением ждал ее в аэропорту, не зная, каким будет воссоединение. Он не видел ее 2 года, и он не знал, узнала ли она его. Самолет, наконец, прибыл, и пассажиры начали расходиться. Когда он увидел ее и ее приятеля, повернув за угол, он опустился на колени и помахал ей рукой. Это был момент, которого он так долго ждал и всегда будет помнить. Посмотрите, что произошло, когда они наконец собрались вместе. Когда сержант Том Хансен впервые встретил лабрадора-ретривера по имени Тейлор, он понятия не имел, насколько сильной будет связь, которую он с ней установит. Однажды он служил в Ираке, а теперь направлялся в Афганистан, где его обучили работе с военными служебными собаками. Тейлор была собакой-миноискателем, обученной находить все, от взрывчатки до боеприпасов, оружия и транспортных средств. Эти рабочие отношения переросли в нечто большее. В их первой совместной миссии сержант Хансен и Тейлор только знакомились. Их прикрепили к отряду спецназа из 11 солдат и послали осмотреть горный перевал. Спустя 20 минут после начала миссии ее поведение изменилось. Сержант Хансен понял, что она почуяла что-то, но она продолжала кружить, не указывая на конкретное место, из-за чего солдат разозлился. Он подошел к ней и понял, что в 1 дюйме от его ноги закопана миноловушка. Этот случай научил его ценному уроку. «Я усвоил в тот день, что всегда должен доверять своей собаке и знать, что там что-то есть», — сказал сержант Хансен. Это доверие переросло в очень особенную связь, которая помогала держать их обоих, а также их подразделения, в безопасности. Тейлор обнаруживала мины-ловушки, установленные повстанцами, а во время перестрелок он всегда приказывал ей прикрыться, прежде чем вступать в бой. После каждой миссии она получала мячик. Сержант Хансен считает, что Тейлор спасла ему жизнь. До того, как стать проводником Тейлор, сержант Хансен несколько раз чуть не подорвался на минах, из-за чего получил сотрясение мозга. «Мне очень повезло, что я вернулся со всеми конечностями», — говорит он. «Я благодарю ее за это. Она-то, кому я это обязан. Именно благодаря ей я вернулся живым. Я бы не попросил никого другого. После 2 командировок в Афганистан он ушел со службы, но хотел, чтобы Тейлор поехала с ним. Обычно первые проводники военных собак имеют первоочередное право усыновить их после ухода со службы. Однако, когда пришло время сержанту Хансену возвращаться домой, другому проводнику требовалась подготовленная собаками-наискатель, поэтому Тейлор осталась на службе. Разлука тяжело далась солдату. «Когда они спасли вам жизнь столько раз, они становятся частью вашей семьи», — сказал он. «Отпустить их так трудно. Это самое тяжелое в работе проводника. Мало он знал, что однажды увидит ее снова». После ухода со службы сержант Хансен вернулся в США и был расквартирован на базе в Миссури. Там он завязал отношения с сержантом Эмили Доннер, военным медиком, которая служила с ним в Афганистане. Она была расквартирована на базе в Джорджии, но, несмотря на большое расстояние, им удавалось сохранять отношения. В конце концов, они обручились и переехали в Бойсе, штат Айдахо, откуда родом Эмили. Но сержант Хансен никогда не забывал о Тейлор. Когда ей исполнилось 10 лет, она, наконец, смогла уйти на пенсию. Прошло 2 года с тех пор, как сержант Хансен в последний раз видел ее в Афганистане. Как только он узнал, что она выходит на пенсию, он понял, что хочет, чтобы она жила с ним. Но это было не так просто. Несмотря на первоочередное право, солдаты должны оплатить расходы на транспортировку собак к месту их окончательного назначения, что может стоить $1000. У сержанта Хансена не было таких денег. К счастью, у кого-то другого они были. Молли Оливер, стюардесса авиакомпании United Airlines. Она любит животных и уважает вооруженные силы. Несколько лет назад
Она начала помогать воссоединению вышедших на пенсию военных собак с их проводниками в США. Она забирает собак и летит с ними за свой счет. Она уже воссоединила 3 семьи, когда услышала о Тейлор и сержанте Хансене и поняла, что должна помочь. Молли прилетела на базу в Миссури, где содержалась Тейлор после возвращения из Афганистана. Она забрала ее и села с ней в самолет, купив даже место 1-го класса. Наконец они прибыли в Бойсе. Молли шла с Тейлор через аэропорт, где они встретили сержанта Хансена. Как только Тейлор увидела его, она побежала к нему. Это были слезные объятия. Я думаю, она сразу узнала меня, особенно по голосу. «Она поняла, что это папа», — сказал сержант Хансен. «Но по-настоящему осознала, только когда мы привезли ее домой. Она ходила за мной по пятам, не отходила от меня ни на шаг. Значит, она наконец поняла, что вернулась домой. Хотя Тейлор уже пожилая собака, сержант Хансен намерен максимально насладиться оставшимся с ней временем. «Я просто устрою ей самую лучшую пенсию, на какую способен», — пообещал сержант Хансен. «Буду баловать ее и делать все, чтобы остаток ее жизни был счастливым и радостным. После 2 лет разлуки он больше не собирается оставлять ее. Я просто хочу брать ее с собой всюду, куда только смогу», — сказал он, «чтобы проводить с ней как можно больше времени, пока она со мной. Она этого определенно заслужила после всего ужасного, что пережила». Служба в качестве военной собаки в зоне боевых действий не прошла для Тейлор даром. «К концу нашего развертывания она начала сдавать», — объяснил сержант Хансен. «Она перестала работать, если я держал оружие. Она начала складывать 2 и 2. Это определенно сильно сказалось на ней. У собак может развиться ПТСР так же быстро, как и у людей. Так что помощь Молли в нашем воссоединении была настоящим благословением. «Теперь Молли для нас как семья», — сказал сержант Хансен. «То, что она сделала для меня и Тейлор, потрясающе. Я не могу достаточно поблагодарить ее за то, что она воссоединила нас». Молли со своей стороны начала процесс создания некоммерческой организации, чтобы продолжить свою миссию и вернуть домой еще больше собак к их проводникам. Когда она пригласила сержанта Хансена войти в совет организации, он согласился. Его любовь к собакам выходит далеко за пределы связи с Тейлор. До воссоединения с Тейлор сержант Хансен спас боксера по кличке Харли, которому выстрелили в лапу и бросили с раздавленным горлом. Это одна из причин, по которым в сержанте Доннер влюбилась. «Если вы так сильно любите животных, вы обязательно хороший человек», — сказала она. «Мы абсолютно согласны».